Ой, 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 а жужжать, жужжать. Такая длинная эта фреза, и он ее так нагло так ей орудует, я бы сказал. Ну что, привет сочувствующим и злорадствующим. Прошло 2 дня с тех пор, как я распаковал эту машину. Куча дел, ремонт, работа, всякие хобби и так далее, и очень мало времени. Но вот опять я в подвале, на часах 23 с копейками, и зуд, он как бы так велик, что невозможно удержаться. Про то, что у меня уже эта штука, знают все мои друзья, знают все мои коллеги, знают друзья коллеги и коллеги друзей. И, короче, ничего не остается, как попробовать воткнуть ее сегодня в розетку и узнать вообще, что тут будет происходить. Если что-то будет происходить, на этот случай у меня припасены защитные очки. Чего я не сказал в прошлый раз. Во-первых, здесь есть селектор напряжения. То есть перед тем, как включать в розетку, нужно выбрать 115, американская, да, японская, либо наша европейская, как у нормальных людей, 220-230 вольт. Выбрал. Второе, чего я не заметил в тот раз, что помимо вот этой вот скрэпборд, да, чтобы не поцарапать стол, когда что-нибудь делаешь, тут в комплекте есть 2 вот таких просто совершенно бомбические книги. Совершенно бомбические книги. Первая – это Instruction Manual. Китайцы просто, я не знаю, респект и уважуха, напечатали на цветной, мелованной, толстой, красивой бумаге. На нормальном английском языке все описано, с картинками, с фотографиями. Просто идеально. Подробнейшим образом описывается комплект поставки, то, что я в прошлый раз сам, так сказать, разбирал. Какие-то шаги по запуску, что надо выбрать напряжение, что надо там снять наклеечку с разъема питания. Как настроить Wi-Fi. У него есть Wi-Fi, чтобы он общался не по проводам. Что из себя представляет их вот этот софт, который непосредственно управляет машиной. Какие тут есть какие-то нюансы, ошибки, кнопочки. Какие у него есть индикаторы неисправностей. Здесь, что еще выяснилось, вот это на самом деле не для красоты сделано, а это такая LED-лента, светодиодная лента, которая цветом говорит, что что-то так или что-то не так. Поскольку тут экранчика никакого нет, если телефон не подключаешь или компьютер. Вот она таким образом общается, и потом ты там что-то сделал и нажимаешь на кнопочку «пыньк», и она дальше, по идее, едет. Ну, вот такая вот одна книжка с инструкцией, с описанием потом всех причиндалов, вот то, что я там дополнительно заказывал. Тут выяснилось, зачем нужны вот эти дополнительные хвостовики для щупа. Это если меняешь цанги, если меняешь диаметр фрезы. Тут такая вот кнопка аварийной остановки. Я ее показал, по-моему, в прошлый раз. Вот. Как там закреплять детали в целом. Как запрессовывать вот этот вот воротник для фрезы, чтобы она не проваливалась туда в патрон, чтобы только на заданную глубину она заходила. И как подключать и регулировать поток воздуха от компрессора, чтобы сдувать стружку. Как первично настраивать вот эту четвертую ось, четвертую со шпинделем. Оказывается, надо ему переднюю бабку переставлять. Вот. И вторая книжка с тестовыми проектами. Тоже все тщательнейшим образом зафотографировано, описано, какими пользоваться инструментами, что там
что вам потребуется, как зажимать детали, какие кнопки нажимать. Короче, я, честно говоря, просто в восторге от этой истории. Вот. Остается попробовать. Будем пробовать. Так, ну что, я надеваю очки. Вот это что? Сюда закреплю, чтобы не болталось, да? Это закрою, вдруг искры полетят. И сейчас буду подключать. Посмотрел еще в интернетах. В принципе, людей бывает, что какие-то проблемы при запуске, но все отмечают хорошую работу службы поддержки. Кому-то в Америке прислали не те запчасти, которые они заказывали, вот эти вот все дополнительные детали. Значит, они обратились в поддержку, и оказалось, что перемешали. То есть кому-то, кто заказывал, там прислали с чужим именем, грубо говоря, посылки. И компания, в общем-то, пошла на убытки, то есть она не заставила, во-первых, тех, кто получил не свое, возвращать лишние детали, а во-вторых, естественно, дослала тем, кто заплатил. Так, E-стоп, вот я сюда подключаю, закручиваю. А второе это для четвертой оси. Я все-таки открою. Интересно же, что происходить будет в первый раз. Так. Ну все, перекрестясь. Ха! А, я же не включил. Все, включаю. Ух, ё-моё. Пик. Так. Ой, господи, свет еще загорелся. Ничего себе, тут еще и свет. Ух ты. А вот бы еще камера была, да? Красненьким горит. Ой, красненьким горит. А если кнопочку нажать? Что, ошибка, что ли, какая-то? По идее, мне кажется, он должен как-то откалиброваться в ноль. Открываем мануал. И там нам говорят, если горит красненьким, значит алярм. Возможно, нужно все-таки подключиться к нему. Я сейчас попробую подключиться через Wi-Fi. Там была история, что можно выбрать хотспот. Он должен прям выбраться здесь. Нету никакого Wi-Fi. Что же делать? Короче, он предлагает мне установить два софта. Какой-то там Carvera контроллер. Это, видимо, вот, собственно, софт, который управляет. И плюс, если я подключаюсь через USB, значит еще и USB-драйвер. Но проблема в том, что тут описан сценарий тут же на соседней странице, что я могу просто к Wi-Fi подключиться. Без всяких проводов. Опа! А телефон видит. Так, ладно, установлю сначала этот софт. Контроллер Windows, контроллер Mac, контроллер Android. iOS version coming soon. Значит, Mac. Drag to install. Запускаем. Да, а я думал, я уже сейчас буду там точить все. Со стервенением. Так, Carvera контроллер. Ну, что-то произошло. Wi-Fi. Так, сейчас тогда переключаемся к этой внутренней сети. Устройство. Not found. Еще раз. Сейчас должен найти. Ну, нашел. Так, ну, по крайней мере, на живой. Ну, home fail. Я сказал unlock, и он опять... А почему home fail-то? Alarm. Emergency stop button pressed. Ага, у меня вот эта кнопка была нажата, поэтому он и зафейлил. Все, я ее сейчас разблокировал. Вот это что за кнопки? Вот это что такое? О, вот, home. Поехал. Вот тут я уже не встрепенулся, тут я как-то уже ожидал, что сейчас что-то произойдет. О, другое дело. Ладно, пока он едет, я пока распакую вот эту штуку. Ну, доехал, да?
Я так понимаю, что это ось X, это Y, а это, естественно, Z. Да? Попробуем? Ну-ка. X плюс. Ну-ка. Soft limit triggered, потому что я не туда поехал. Ага, вот это Y точно. Это Y. Это X. Сейчас сюда поедем. Угу. Еще раз нажму на Home. Когда нажимаешь Home, он упирается в ограничительные микрики. В кнопочку, короче, упирается. Home fail. Блин, опять Home fail. А что сейчас не так? Давайте еще раз попробуем. Ну, кто его знает, что у него там? Что ему не нравится сейчас? Unlock. Вот, не хочет, все. Ну и что? А что теперь нажимать? Unlock. А что тебе не нравится, друг? Ну, давайте вот так сделаю. Стоп нажму. Нет. Тут же написано. Homing fail. А вот. Motor alarm trigger. Reset required. Хорошо. Как ему сделать reset? Ну, видимо, выключить, включить, что ли? Окей. Выключили. Ждем. Раз, два. И включаем. Так. Ему опять не понравилось, да? По-моему, он опять сказал. Что то же самое. Motor alarm triggered. X. Motor alarm triggered. Но это не потому, что я его подвинул. Нет, он уже был триггер. Ну, фиг знает, что делать. Что я сделал? Вырубил его, что ли? Так можно было? Ух ты! Знаете, что я сделал? Это чисто интуитивно было. Я нажал и подержал эту кнопку. И это вызвало ресет, как раз то, что он хотел. А выключение питания ресет не вызвало. Ух ты! Вот это да. Так, ладно. Едем дальше. Так, Carvera из Idle. То есть, что я делаю? Мы пока берем вот эту вот штуку. И надо вот это прикрутить и вот это прикрутить. А как это сделать? Чтобы не торчали шляпки. Видимо, никак. Видимо, она просто тут болтается, а потом ты деталь закрепляешь, и оно прикрепляется. Тут есть длинные, и есть короткие. Нам, наверное, нужны сейчас короткие явно. Отвертку такой формы сделали, видимо, чтобы не перетягивали болты. Типа классика, с ручкой. Не такой, не Г-образный ключик. Чтобы без фанатизма затягивали. Но наши люди все равно могут с фанатизмом затянуть, так что я помню, некоторые мои коллеги так затягивали обычной отверткой болты, что их потом было ничем не открутить. Они прям впаивались практически в металл. Ну все, собственно, все готово. Так, теперь мне нужно открыть мурзилку по поводу проекта номер 3. Изготавливать мы будем сегодня кораблик, выгравированный на пластинке вот такой вот белый, под дерево. Под слоновую кость, не под дерево. Так, значит, что нам нужно? Нам нужна сама слоновая кость и 2 биты. Значит, инструмент номер 1 это будет Single Flute Spiral Bit 3,175 на 25 миллиметров. Вот эта штука номер 1. А номер 2 будет
30 градусов, 0,2 миллиметра V-бит. Так, где у нас тут причиндалы? Они тут разные. 0,3, 0,2, 0,5. Диаметр кончика. Вот. Single Flute Engraving Bit. Кажется, даже сложнее, чем с 3D принтером. Но 3D принтер мне собирать пришлось из запчастей 5 лет назад. Или сколько? 7 лет назад. 30 градусов, 0,2 миллиметра V-бит. Это вот она, наверное. Ну, я надеюсь, что да. Приняли. Ух ты! А тут не надет этот черный... Штучка черная. Блин, неужели мне придется это делать сейчас? Может, все-таки я как-то обойдусь без этого? Может, это то же самое? А? Нет? Нет, у него даже вот, красненькая. Колпачок, а выглядит одинаково. Ну, написано это для металла, короче. А та не написано, что для металла. То есть, да, придется. Блин. Ладно. Тогда начинаем с подготовки инструмента. Да сколько ж можно-то? Это же времени сколько занимает. Это же ужас. А чё же вы не надели-то, китайцы? А? То есть мне придется вот эту вот историю сейчас как-то вот запрессовывать. Так, ну чё. Короче, вот это должно быть вот так же, как вот тут. Не порезаться бы. О. Уже порезался? Нет еще. Вот. Для этого используется вот эта вот приблуда. Такая штука. Как она используется? Не спрашивайте меня. Так, окей. Ткнули. Ткнули. Чуть я задавил. Вот это надо сюда? Не надо? Надо. Ну, пусть будет. Окей. Теперь вот этим закручу. Честно говоря, наикривейшая вообще система. Кручу, кручу, кручу. Ну, докрутил до конца. Вот он отсюда вышел. Теперь раскручиваю вот эту приблуду. Ой! Ну и как бы вот он как-то наделся. Чуть-чуть он поранился, но не сильно. В принципе, ну вот, получилось. Ну-ка. А теперь мы сравним с другой по глубине надевания вот этого. Ну, где-то разница в миллиметр. Но поскольку у него автоматическое определение глубины, это не страшно. Окей. Так, еще раз. Вот этот инструмент первый будет использоваться для грубого реза, а этот инструмент для финишной обработки. Что вот это такое у них проржавевшее. Кстати, не только у меня вот эти вот ржавые куски. Оно доставлялось по морю, ну и со всеми вытекающими. Так, теперь закрепляем деталь. Хорошо упаковали, завернули, не дай бог повредиться. Интересно, оно такое немножко тоже неровное. О! Так. Материал такой, конечно, на слоновую кость он не похож, но такой приятненький. Такой матовый, сухой такой очень, сухой на ощупь. Вот он как бы звенит. Ставлю его вот так и как на картинке закрепляю. Мы же только начинаем, мы не будем фантазировать. Написано вот так. Тут такая есть ступенька, ей очень удобно будет это делать. Написано, не перетягивайте, типа вот эти штучки не такие прочные, там бла-бла-бла. Прелесть ЧПУ, то есть фрезерование по сравнению с 3D-печатью, в том, что здесь мы убираем материал, а в 3D-печати добавляем. И здесь гораздо проще, например, можно перезапустить
какую-то неудачную историю. То есть, если, например, у тебя сломался инструмент, это не значит, что у тебя все закончилось на этом. Ты можешь просто начать с нуля, вот, и он пройдет просто в воздухе все то, что уже раньше снял, но при этом ты не потеряешь материал. Не знаю, у меня что-то так не получается, как у них. Ух ты, ё-моё! Ну, я ее неправильно расположил. Когда тебе кажется, что кругом все неправы, посмотри на себя. Так сказать, 7 раз отрежь и ужаснись. Я еще ничего, никаких красных кнопок, необратимых действий не делал. Опа, развернули, закрепили, крутим, крутим, приобретаем бесценный жизненный опыт. Вот придется потом работать оператором станка с ЧПУ, а я такой, да, и у меня дома есть станок с ЧПУ, конечно, я все умею. Меня вот знаете, что все-таки смущает? Вот так оно закреплено, а вот так оно туда же может уехать. То есть ее ничего туда, она ни во что не упирается, только от силы трения. Ладно. Я не буду включать мозг сейчас. Мне сказали, Тимур, сделай, как нарисовано. И я сделаю. Если смогу. Вообще, хорошая, так сказать, тренировка зрительного восприятия. Да, у них, видите, вот эта штука с вырезом, с дополнительным. Вот с такими вырезами. А я пытался вот такую туда запихать. Ну все. Так, протяну еще все винтики. Возвращаемся к компьютеру. Читаем инструкцию. Включите питание. И подождите, пока он откалибруется. Откройте Control Software и Connect to Carvera Air. Сделано. Idle. Сделано. Open root examples relief in the remote directory. Что такое remote directory? Вот это может? О! Examples relief pirate shipped file. Select. Checking. Open cached file, бла-бла-бла. И он, я думаю, его залил. О, и тут сразу вот так вот его видно. А вот это вот начало координат синенькое, да? И тут можно его посмотреть, как он будет выглядеть. Вот такой вот кораблик. Ух ты! Красиво. А тут вот этот G-код, бешеные какие-то сотни, тысячи команд. 10 тысяч? Вы серьезно? Это что, совпадение? Или просто он не все показывает? Ну ладно. Так. Дальше. Open the task configuration and operation dialog box. Вот это что ли? Ну, это чисто интуитивно. Окей. Set working coordinate to x offset 3. X offset 3 and y offset 3 related to anchor 1. Anchor 1 это вот этот вот anchor 1, внутренняя часть вот этого вот скобы. Да, у меня стало похоже. Картинка как в инструкции. Дальше. Check the after probe option. Check the scan margin option. И set the probe point to x offset 5, y offset 5 from path origin. Окей. Uncheck auto leveling. Не нужно. Потому что материал будет убираться довольно большую глубину. Видимо, пофиг. Check the configuration according to the figure above and click run. То есть мы ему задаем сначала, где он будет начинать молоть, да? Где он будет начинать работу, точка нуля. От вот этой штуки еще 3 мм сюда и 3 мм сюда.
Дальше мы ему говорим, scan margin, это означает, что он сейчас лазером будет мне рисовать, просто чтобы я убедился визуально, как он будет производить вот эту обработку. Чтобы случайно вдруг, если я увижу, что он полез на болт или вот на эту штуку, я подумаю, нет, так значит не надо. И дальше path origin, auto z-probe. Это что такое, я не знаю. Это он тыркнется вот этим вот щупом, вот этим. Он тыркнется один раз, типа, я вот, у меня деталь вот начинается на этой высоте. И с нее уже будут вниз молоть. Молоть. Обрабатывать. Все? Тогда что? Да? Нет? Нажимаю Run. И он мне сейчас должен сказать, вставьте штучку. Или может вставить ее сразу. Вставлю на всякий случай сразу. Я же знаю, что нужно сделать. Так что я притворяться буду. Так. Что не знаю. Так. Вот это вот. Где она там? Вот она. Вот. Тут лазер и кнопочка. Ой! Смотрите. Блин, зря это сделал, да? Или он просто инициализировался. Так, ладно. Куда вот это вот девать, когда она не используется, непонятно. Ну, окей. Нажимаю Run. Уи! Пожалуйста, поставьте пробу, и потом нажмите Confirm on main button to proceed. То есть можно просто он и моргает синеньким, типа я тебя жду, дружок. Я поставил и нажму кнопочку. Ага. Он сначала должен понять, насколько сама проба выдается, а потом только уже сюда полезет проверять. Потому что он же должен с чем-то сравнивать. Я, может, не до конца ее вставил. Так. Вот, scan margin. Вот красненьким он показывает, на каком расстоянии он будет обрабатывать. Вот, красненьким. Сейчас он ткнется носиком и поймет, где у него деталь. Очень точно вот он это делает, по идее. И тут, кстати, он тоже что-то там отображает, что сейчас происходит. А сейчас он скажет, давай мне инструмент номер 1. Да, please change to tool 1. Все, сейчас, момент. Tool 1 у меня вот это вот побольше, которая. Вот такая вот. Что сейчас будет? Изымаю, ставлю на место, Tool 1, зафигачиваю, опа, все, и вот эту штуку надену все же, чтобы она не болталась хотя бы, все, и могу нажать на кнопочку. Он точно так же поступит, тыркнется носом сначала в какую-нибудь известную ему точку, да, на кнопочку нажмет. А потом поедет тыкаться носом, уже молоть. Ой, сейчас будет что-то. Сейчас что-то будет. Сейчас зажужжит. Ой, а жужжать. О, да. Так, ну все. Полетели! Так, я закрываю. Тихо. Ой, все видно, между прочим, за счет подсветки. Ну, это прямо они круто придумали. Что-то рисует прямо уже там. Ну, он бодро так, честно говоря. Он сразу прям, сколько, миллиметр, даже больше, наверное, снимает за раз. Вообще не боится. И горит зелененьким, значит, все хорошо. Но честно, стрёмно так. Такая длинная эта фреза, и он ее так
нагло так ей орудуют, я бы сказал. И тут, и прям вот он тут прям так все рисует, да? Неплохо, ух ты. Ну, прям интересная вещь. Я слишком восторженный, да? Ну, блин, если как бы, да. Мне кажется, есть повод для восторга. Не знаю, может попробовать пылесос подключить? Пошел на второй, так сказать, заход. Видимо, все-таки придется там напечатать какой-нибудь переходник. Полетело? О, летит. Там уже видно, что-то вырисовывается. Снимает большое количество материала быстро. А потом тонким инструментом уже как бы гравирует рисунок. Ну, кстати, вообще не громко, если честно. Ну, то есть громко, конечно, но не так, как работает, допустим, фрезер ручной. А начало, кстати, то ли пылесосом пахнуть, то ли пластмассой. Вот не знаю, чем это. А еще он мне говорит, что 11 минут прошло и 18 часов осталось. Вы что, серьезно? А может и правда? Я бы на 3D принтере такой напечатал за 3 часа, наверное, на самом высоком качестве. Да, ребята, это я типа попал, да? Приспособил кусок трубы, сейчас покажу. О! Вот переходничок такой сделал. И вот этот идет в пылесос. А тут, да, показывает 10 часов 40 минут. Нормально. Тут только таймлапс, если делать какой-нибудь. Ну, деталь, кстати, крепко держится. О! Сейчас он мне скажет поменять детальку. Please change to tool 2. По пылесосу. Статическая, конечно, она немножко прилипает. Нормально. Убирать, если стружка такая вот легкая, в принципе, очень удобно. Тут потому что сама вот эта камера, она довольно вся ровная, продумана. Так, этот отжимаем и ставим другой инструмент. Поставили и снял колпачок. Вот так вот выглядит это после первого прохода. Интересно, что он пока периметр вообще не вырезал. То есть будет дорезать либо той тоненькой, либо потом попросит меня обратно надеть. Вот, я тут пропылесосил, все абсолютно чисто, очень удобно, все отлетает как должно. Так. Инструмент я поменял, вроде как больше ничего ему не должен был. Под ним, кстати, ничего не залетело, никакой стружки, то есть вот эти вот штуки, ну, как бы работают. И штуки, я имею в виду вот эти вот защита рельсов внутренних. Деталь не болтается по-прежнему. Все, тогда закрываю и нажимаю. Ой, как интересно, а что он не весь? Только что же все горели. Интересно, это баг или фича? Горел же все 4. Все, запускаем. Все, поехал опять проверять высоту
уже нового инструмента. Тут уже я не удивляюсь, как вот быстро человек привыкает ко всему. Особенно перестает удивляться. Вот такой маленький-маленький он. Сейчас как сломается нафиг. Ух ты, как нож в масло. Вью. Ну, такая вибрация небольшая есть. Ну, это очень интересно, честно говоря. Такой пиксельный рисунок должен превратиться в не пиксельный, а в очень даже подробный. Ой-ой, а вот эта штука загибается. Вот эти вот кожух вот этот вот, он как бы загибается внутрь. И вот интересно, он попадет когда-нибудь на фрезу или нет? Эти лепестки кожуха. Компьютер говорит, но он реально говорит, что еще должно пройти 11,5 часов. Ну не может же такого быть, или может? Мне кажется, мне надо сделать паузу. Уже половина первого. Нажму на какую-нибудь кнопку, ничего же не будет. Ой. Что-то я нажал. Я нажал на песочные часы, он шпиндель не выключил. Сказал теперь, что 8 часов 40 минут. Hold. Это hold. Ладно, нажму снова. О, поехал дальше. Фух. А это что? Не, ну что-то на 9 минут-то, 9 часов-то я не хочу тут торчать. Ух ты, какой ножичек. Какая ручка модная. Блин. Вот они как бы знают. Потому что вот пойди такое еще купи в Китае просто так. Или кто знал, что они могут инструкцию такую напечатать? Ну это же вообще просто бомба. Два таких лезвия. Одно потолще, другое потоньше. Ну вот это, честно говоря, шляпа полная. О, да, зря я их похвалил. Рано. Ну, такой вот. Тут уже сломанный зуб даже есть, прямо из коробки. Он, значит, отвалился, когда его погнуло. Так, 5 часов... 5 часов 42 минуты. Я думаю, я сделаю так. Я сейчас это все поставлю на паузу, а завтра либо перезапущу с нуля эту программу, либо продолжу, в зависимости от того, смогу или нет. Все. Вырубаю. Ну что, день второй прошел не зря. Немножко... кстати, это горит целиком. Ну, может быть, это не баг, все-таки, а фича. Что, день второй прожит не зря. Машинка работает, крутится. Ошибок, несовместимых с жизнью, про себя не рассказывает. Так что будем считать успехом. Делаю паузу. Ага, пауза. Выглядит так, что точно так же. И шпиндель не останавливается, зараза. Я остановил его. Ага, ну все. Вот такая вот получилась. То есть вот до этой линии, вот до этой линии дошло с этой стороны тонкая уже гравировка. Ну, что-то тонкая. Все, короче, выключаю машину и себя. Спокойной ночи. Так, ну что, он закончил гравировку всю, и теперь ему осталось... Теперь ему осталось по периметру пройти и вырезать эту деталь. А еще я воткнул, что это за... Почему горит только одна штучка. Одна штучка, значит, инструмент номер 1. А у меня до этого горели 2 штучки, инструмент номер 2. Так, все, вставь, говорит, инструмент номер 1. Сейчас вставлю. Сейчас я покажу, как это делается крупнее. Вынимаем инструмент номер 2. И ставим инструмент номер 1. Нажимаем на кнопочку. Сейчас он откалибрует его по высоте. Тенденс. И поедет. Пылесос.
Но он так не спеша это делает, тоже вырезает. Я, честно говоря, думал, что он уже почти дорезал, что ему прям вот один проход и все, но нет. О, пошел. Пошел снимать. Окей. Но до дырки пока не дошел. Почему? Приподнимает он типа, чтобы оставить мостик мне. Чтобы она не сорвалась. Все, пошел конкретно резать. Да. По идее, я должен буду увидеть, что цвет стружки изменится. Но нет, не увижу. Все, вижу, что он ее прорезал уже насквозь. Вон. Там видна эта пластинка уже. Все, сейчас закончит. Все, и шпиндель остановил. А слабо было его как бы мне выдвинуть сюда, как любой 3D принтер выдвигает? Или может это чтобы я мог кострушку убрать? Ну, в общем-то и все. Все? Или не все? Вот такая вот история. Ну, вообще говоря, довольно... Не то чтобы прямо супер какой-то, но тут что-то какие-то ошметки, сейчас я их сдую. Ну да, но на 3D принтере, на моем, по крайней мере, такой точности не достичь. Что, вырезаем? Довольно хрупкая. Здесь надо чуть-чуть шлифануть. Ну все, готово. Первый проект, который не я сам нарисовал, но я сам выпилил, готов. Медаль из слоновой кости с кораблем пиратским и манускриптом. Поздравляйте. Фреза как новенькая. После этой первой работы. Вторая тоже как новенькая. Ну, это, конечно, но, короче, все в порядке. В следующий раз будем делать проект «Светильник». Будем пилить, изготавливать печатную плату. Вернее, уже не печатная плата. Печатная плата, вообще, которую печатают. Но мы ее будем не печатать. Мы ее будем вырезать. Значит, как это назвать? Резную плату для электроники. Будем паять все элементы, будем пилить черный пластик, будем пилить прозрачный пластик, делать на нем гравировку и будем все это запускать. Все.